предприниматель, внешний директор по маркетингу и диджитал-стратег. Да, это я. Да, я тот парень, который продавал квартиры на Порнхабе. Какой процент бюджета, плюс-минус, ты считаешь, нужно так взять, отрезать и выделить, сказать, это доля маркетинга? С чего начинать? Не пытаться сделать весь маркетинг самостоятельно. Самое главное – это не бояться делегировать. Мы для себя уже очень давно собираем большую такую табличку с публичными ресурсами, где можно бесплатно и интересно искать диджитал-специалистов. Я могу эту табличку пошерить. Привет, друзья! Я Василий Карпук, основатель и директор по маркетингу в Соль, платформе для развития вашего бизнеса. В этом году мы начинаем активный бизнес-сезон с большим количеством выпусков различного контента. Мы будем снимать курсы, к которым вы уже привыкли. У нас будут интервью с клиентами, экспертами, технологическими партнерами. Много чего у нас запланировано. И этот сезон мы начинаем с интервью с одним из лучших специалистов по маркетингу, с которыми я знаком, Павел Кац. Привет. Павел SEO международного рекламного агентства Digital Bands. Все так. Предприниматель, внешний директор по маркетингу и диджитал-стратег. Да, это я. Всем привет. Больше добавить нечего, то есть это так. Слушай, у меня такая история, я периодически меняю описание в Инстаграме и каждый раз что-то добавляю. В прошлом году я был подкастером, сейчас я подкастом практически не занимаюсь, могу что-то продюсировать. Сейчас я убрал это самоопределение, но в целом я постоянно его меняю. У меня есть такая, не знаю, мне кажется, это проблема, то, что я не могу прям четко выразить то, кто я. Точно совершенно предприниматель, я иногда внешний директор по маркетингу, я совершенно точно SEO, это то, что я делаю уже давно, но есть еще куча сфер интереса. Вот сейчас я занимаюсь тем, что продюсирую или пытаюсь продюсировать, например, выход книги Евы, моей супруги, на международный рынок, например. Иногда в какие-то моменты я называю себя продюсером, такие штуки, да, еще какие-то участвую иногда, меня зовут в проектах поучаствовать своей экспертизой, своими знаниями. И тогда я становлюсь, не знаю, каким-то управляющим партнером. Нету такого прям, знаешь, вот я только предприниматель и все, я много кто, потому что мне сейчас интересно одно, потом другое. Поэтому добавить к этому мне всегда есть что, но сейчас давай, чтобы мы не растекались, останемся вот в этих компетенциях. Окей. Ты, я знаю, недавно как раз подошел плотно к вопросу упаковки LinkedIn. Да. Кто ты там? Слушай, там предприниматель, стратег, внешний директор и SEO. То есть те компетенции, которые я считаю ключевыми для себя и которые планирую развивать и продавать, за счет которых жить, я их там, в общем, и оставил. При этом, конечно, я там собрал... еще я иногда креативщик, например. Мы любим что-то придумать, и в такие моменты я считаю, что я креативщик. Там я просто собрал весь свой экспириенс, которым я горжусь и который нужен, и поэтому, да, в основном я предприниматель и SEO. Окей. Это для внешних рынков ты делал? Или это сейчас и туда, и туда работает? Подкасты я для внешних рынков не запускал. Для внешних рынков все-таки это больше реклама и маркетинг. Это то, что я понимаю, как работает везде. Да? Какие-то штуки сложнее. Понятно, что чтобы запустить подкаст на английском, нужно как минимум понимать хорошо английский. С этим, для того, чтобы прямо его слушать и запускать, я не готов. И потом это немного неинтересно, потому что для меня это не то, что генерит кэш, это то, что скорее просто мне интересно, как погрузиться во что-то. Поэтому для внешних рынков я в первую очередь предприниматель, я внешний стратег, консультант, директор по маркетингу и SEO рекламного агентства. Это для внешних рынков, для англоговорящих и любых других. То есть упаковка LinkedIn, она все-таки смотрит туда в первую очередь. Да, исключительно туда, потому что, так-то в России, в общем, никто особо не пользовался, для всего был Facebook, а сейчас уж тем более. Поэтому я его веду только на английском языке, там вообще нет никакого русскоязычного контента, кроме кейсов, потому что они еще не все переведены. И для меня это эксперимент именно по выходу и выводу своих скиллов на англоговорящий рынок. Так это, наверное. Интересно, мы об этом чуть как раз дальше поговорим более детально, развернуто. Я хотел поговорить, в принципе, о твоем бизнесе, о том, кто были клиенты, с кем работал, каких результатов достигли, чем гордитесь. Всегда интересно послушать такие истории тоже.
Слушай, ну, я думал как раз, чем мы гордимся. Мы постоянно гордимся разным. Например, я недавно, кстати, переписал опять очередное био на LinkedIn, потому что все время все меняю. И написал, что да, я тот парень, который продавал квартиры на Порнхабе. Так сложилось, что иногда есть, просто такая самая банальная аналогия, есть группы, у которых есть один самый известный хит. Вот моя история такая, что мы много что делали, но в итоге даже своим клиентам или со своими клиентами, с которыми я работаю уже очень давно, я все равно для них ассоциируюсь с чуваком, который выпустил этот кейс, который смог продать квартиры на Порнхабе, который взял за это премию. И теперь, когда им нужно что-то странное, или мы недавно общались тоже с давним знакомым, он говорит, я не понимаю, как действовать, поэтому мы с тобой общаемся, ты наверняка там любишь такие задачи сложные, непонятные, ты наверняка что-то придумаешь, потому что, вы же придумали продавать квартиры на Порнхабе. И после этого я такой думаю, так, кажется, за мной что-то закрепилось, и я пошел и поменял описание. Я еще послушал какой-то вебинар про то, как вести, как подходить к профилю в LinkedIn. Я такой думаю, напишу что я тот самый парень, который продает квартиры на Порнхабе, подробно читайте в кейсе. Но между тем, если говорить серьезно, то у нас еще 2 премии международные по, Property Awards в области маркетинга недвижимости. Это с нашими кейсами по Украине. Этим тоже мы гордимся, потому что мы в какой-то момент единственные из всего региона брали премию за лучший региональный маркетинг в области недвижимости, объектов недвижимости. И это прямо из того, что это прям такое явное, совсем недавнее, и это то, прям чем мы, наверное, гордимся. А в остальном, не знаю, можно гордиться, например, тем, что агентство мы развиваем уже больше 10 лет, и, как ты знаешь, бизнесы закрываются, особенно в таких жестких рынках, через 3-5 лет, мы не планируем. Мы проходили через многие кризисы, это очередной, и я каждый раз думаю, что-то, наверное, не станет ли этот кризис последним? И такой потом, нет, вроде не станет. Компетенции мои все равно нужны, и нашего агентства уж тем более. Поэтому сложно сказать, чем мы гордимся. Гордимся тем, что мы умеем хорошо делать рекламу, мы помогаем нашим клиентам, мы умеем решать сложные какие-то задачи, иногда к нам приходят прям с запросами, что это все как-то сложно, мы не понимаем, как это продавать, то есть, классическая реклама не работает, какого-то креатива внутри команды не хватает, и, в общем, какой-то продукт, который нужно обсуждать 1,5 часа. И в такие задачи мы тоже иногда включаемся и придумывааем какие-то сложные, интересные решения. Не знаю, я тебе, конечно, растекся, как обычно, я тебе говорил, что люблю, но наверное, такие яркие моменты, которыми мы действительно гордимся. Очень круто, потому что кейс про Pornhub я знал, но я не знал, что он связан с тобой. Да, я его знал давно, отдельно от тебя, Сейчас да. У него было 2 жизни, он сначала завирусился раз, потом он завирусился еще раз совершенно случайно, потому что он завирусился 2-й раз в этом году. Я работал на майских праздниках, не на майских, на новогодних праздниках я сидел, работал, там как раз был какой-то период, когда никого не было в офисе, в коворкинге, была тишина, и я думаю, надо позакрывать задачи, которые у меня накопились за год. И как раз у меня там была публикация, кейсы на VC, я думаю, отлично, я немножко еще прочитал, думаю, ладно, сейчас самое время. И я опубликовал на VC, и он прям выстрелил, собрал, что-то под 50 тысяч просмотров, какие-то куча комментариев. И я просто попал в то окно, когда маркетологи штатно отдыхали, никто ничего не выпускал, а людям уже надоело отдыхать, они читали VC. И это прям выстрел, нас редакция поддержала, мы в рассылку попали. И это из VC, это завирусилось тогда еще тоже в украинские СМИ тоже, мы там еще пиар тоже на месте уже словили. Было очень интересно. Это как раз было в январе еще до всех событий, и было классно в этот момент. Круто. Давай о том, в какой точке сейчас, потому что интервью мы с тобой снимаем в Турции, оба не в России. Да. Ты сейчас живешь, то есть вне РФ, ты занимаешься
продвижением книги жены. Да. Ты занимаешься изучением маркетинга, вообще подходов маркетинга международных. Да. И смотришь вообще на стык, да, этого взаимодействия, как это можно выводить бизнесы во внешние рынки. Да. Что еще? Вот здесь вот давай так поподробнее расскажи. Слушай, понятно, что после 24 февраля мы как бы собрали вещи и уехали. Мы начали смотреть на внешние рынки, хотя не сказать, что мы на них не смотрели никогда. То есть у меня был период, когда мы, например, там жили в Израиле, и у меня часть рекламной экспертизы, рекламных кампаний связана именно там, тоже, например, с Израилем. Я успел даже поучаствовать в политической рекламе, я ее очень люблю, много в ней участвую, но это никогда не публичные кейсы, об этом нельзя рассказывать, но это очень всегда интересно, потому что там можно скиллами прям блеснуть. Но это вот потом никто про это не узнает, кроме того, кто был рядом. Поэтому у меня была там экспертиза. После года или полтора назад я присоединился к международному стартапу. Это для меня был очень классный экспириенс, потому что мы пощупали просто все рынки. Мы пощупали рынок Юго-Восточной Азии, Америки, Европы. Мы изучали каждый рынок, делали небольшие каздевы, смотрели, как работает трафик в той или иной стране, что конвертирует, что нет. Привлекали международных специалистов. Я пообщался с международными агентствами. Короче, я тогда, при том, что бизнес там в России и агентство отлично работало, я немножко как бы выключился из этой истории, потому что там все было хорошо, и как раз пытался понять, как это вообще работает за пределами России, и как вообще может, например, нормально работать Facebook. Там, он в России работал хорошо, но в Америке это совсем по-другому, да, то есть все инструменты, про которые мы слышали, там, все возможности пикселя, они там, прямо открывались на полную. И это было еще до войны, это было еще в нормальное время, мне просто было интересно, потому что явно было, что в одном рынке неинтересно сидеть. И сейчас я, в общем, просто продолжаю эту историю, потому что я и так понимаю, как это работает, но вот сейчас погружаюсь в международную повестку, в международный маркетинг, я вижу, насколько там просто непаханное поле знаний, насколько там интереснее, насколько там богатый выбор инструментов, насколько вообще это просто какой-то другой мир с точки зрения маркетинга и такого, подхода. То есть не получится просто вот за 2 копейки там, взять один какой-то канальчик, настроить и там, получать из него там, лидогенерацию, да, аккуратно там лиды и развиваться. Это совсем другая игра, это дико интересно, поэтому да, основной фокус это на международном рынке, на выходе, на рекламе, на клиентах, которые хотят там что-то делать. Не обязательно должны быть русскоговорящие или там англоговорящие, кто угодно. И, конечно, я с радостью помогаю компаниям, которые хотят начать что-то продавать там, или вообще, в принципе, релоцироваться там, из России своими услугами куда-то на там, международный рынок. Это прям без проблем, это очень классная история, потому что люди нужны с этим бэкграундом, с этим предпринимательским бэкграундом. Всегда можно что-то предложить, что-то придумать, какую-то классную вещь и попытаться ее как минимум кому-то продать и в этом во всем поучаствовать. Это просто... Если с российским рынком все было понятно, там российский маркетинг, украинский маркетинг, для меня просто не разделял, потому что у меня офисы были там и там, все уже было понятно, ты просто можешь хорошо что-то делать, и этого в принципе достаточно. То вот посмотрев там на рынок там, США или Европы, ты понимаешь, что недостаточно, знаний недостаточно, и просто куча, я каждый день читаю про какие-то новые инструменты, читаю обзор каких-то стартапов, я понимаю, что я даже просто про них не слышал, потому что они, например, направлены условно на внутренний, там, только на рынок США, а он огромный, ты знаешь. И я про это, я думаю, нифига себе, какие классные идеи, а про них, то есть вообще информация не долетала до там русскоязычных каких-то изданий, просто из-за неактуальности, например. И очень прям голубой океан открылся заново, то есть если прям чувствуешь, что там, какого-то потолка там, в маркетинге или в принципе там достигаешь инструментов, то всегда можно посмотреть, что в общем происходит за пределами в мире, и поймешь, что там просто все просто реально алый океан, такой, знаешь. Но это сценарий, когда ты не помогаешь бизнесам в России, например,
привлечь новых клиентов с помощью новых инструментов, новых знаний и так далее, а ты помогаешь бизнесам из России выйти все-таки на внешние рынки, потому что эти инструменты можно использовать только там. Правильно я понимаю? Но дело же не только в инструментах, дело еще в аудитории, дело там в кейсах и так далее. Но в целом я могу действовать везде. Ну, мне интересней действовать на этом стыке, да, что если ребята или компании хотят выйти или уйти там, с рынка там, России, то да, почему нет? То есть есть весь мир, а я с удовольствием им помогу и рекламой, и просто консультацией, и какими-то другими штуками, и просто можно вместе и побрейнштормить. У нас есть парочку клиентов сейчас, вот мы как раз на страцессии договорились, и мы будем именно у нас страцессия прям такая, она там день. И вот мы за этот день, за эту страцессию будем решать, как им фокусировать их продукт там в Америке, где искать эту аудиторию, как ее вообще найти, как нормально сформулировать там свой продукт и вот с ним прям пойти. И это такая серьезная достаточно задача. Она интересная, дико энергоемкая, к ней надо готовиться, но после этого люди уходят с четким пониманием, что им надо делать там в ближайшие там полгода-год, с какими-то примерно понятными KPI-ами, понятным там, сценарием развития в плане людей, и в целом они приходят потерянные, а уходят заряженные, просто восстановятся после этого дня. Я к тебе приведу пару людей. Прекрасно на эти рынки двигаться. Окей. Здесь мы говорим про выход на внешние рынки, но ты говорил также, вы работаете в России с B2B, достаточно крупным B2B, да. Продолжаете работать, строить? Слушай, там бизнес работает, но его серьезно потрепало, и я пока не понимаю, куда все это выведет, потому что есть люди, есть компании, мы никогда не работали с госсектором и никогда не были причастны к государственным деньгам, есть большие клиенты, были разные частные большие клиенты, что чего греха таить, по сути, после войны, после начала, ты знаешь, рынок просел, у нас тоже поотваливалось дофига клиентов, часть из них не восстановилась, и поэтому это работает, это будет как-то работать, но у меня нет пока какого-то ясного ответа и стратегии, как это все будет происходить. Потому что команда есть, люди есть, они могут работать не только на российский рынок, но и на международный. И я их потихоньку привлекаю, но просто так взять и одномоментно развернуться мы не можем. Потому что это сложно, потому что инструменты и много всего другого. Но постепенно я думаю, что мы, если не уйдем, то просто... тут же, понимаешь, мы не заявляем, как там Макдональдс, мы уходим с рынка, потому что мы это не декларируем, но если мой фокус смотрит как основатели в сторону Европы и, например, Америки, то понятно, что туда корабль будет плыть. То тут точно такая же история. Мы ни от чего не отказываемся, обязательства свои выполняем, но фокус развития наш все-таки он за пределами будет России и будет в глобальном мире дальше. Окей. Ты сказал, что вы не работали с госами. На моей памяти так прям явно мы не работали с госами. А как политические кейсы, которые ты рассказал? Они, ты знаешь, были не в России. К политическим кейсам в России вообще не имею никакого отношения, никогда не имел. Я, наверное, хотел бы, но я для себя уже давно понял, что просто не существует в России, не существовало уже последние лет 10 таких политических историй, в которые ты мог бы включиться и рассчитывать на какую-то, более-менее понятную, честную игру, хоть по каким-то правилам. И если бы я максимум, во что я мог бы включиться, это, не знаю, в компании Навального, например, я мог бы включиться, или других оппозиционных каких-то лидеров, но меня туда никто не звал, поэтому я включался в других странах. Как-то так. То есть я не Максим Кац, и эта поляна была, моя была с такой же фамилией, была в других странах, и там я с удовольствием включался, где была более честная игра, на мой взгляд. Ты выступаешь сейчас так или иначе в 3 ролях. Это партнер, который помогает приводить клиентов в бизнес. Это партнер, который, собственно, заходит в бизнес, становится полноценным участником этого бизнеса. И консультант, который просто помогает выстроить стратегию, и дальше уже плывите сами, вы справитесь и без тебя в целом.
Так? Ну, по сути, да, потому что мы когда начинали консультировать бизнесы, приходил бизнес, в котором мы расписывали, придумывали стратегию, а дальше он, в общем, с одной стороны радовался, потому что понятно было, куда этому бизнесу дальше идти, а с другой стороны начинал горевать, потому что не понимал, откуда брать эти ресурсы. То есть для этого же нужна команда, нужны люди. Команда нужна с компетенциями. Как правило, у основателя нет достаточной компетенции, чтобы найти себе там хороших исполнителей и как-то закрыть эту задачу. Поэтому мы в этой роли тоже начали помогать. Там, например, подбирать команды, мы можем подобрать команды, мы можем посоветовать, расписать по ролям, сказать, кто вам нужен для этих задач. Вот здесь вам, там, условно, нужен какой-нибудь там, СТО, здесь вам нужен там, специалист по маркетингу, а здесь не нужно плодить каких-то должностей, можно взять одного человека на аутсорсе по 3 часа в день, и он закроет полностью эту задачу. Когда вы выйдете на такой уровень, тогда вот то-то и то-то. То есть это одна история, да, когда мы можем консультировать, либо я могу сказать, что окей, да, у вас есть задача, вот стратегия, я могу войти сюда, например, на полгода в роли директора по маркетингу, построить под собой этот отдел, научить его работать, добиться каких-то KPI и выйти из этого бизнеса, уже оставив работающий отдел по маркетингу полностью, который может выполнять задачи. Я найду этих людей, я поставлю им KPI, и я буду уверен в том, что они способны будут решить эти задачи, и оставлю весь этот работающий механизм. Это вторая история. Третья – это когда я полноценно вхожу в стартап или в бизнес за счет своей компетенции и абсолютно так же развиваю, но уже не временно, а уже за долю в компании. Да? То есть приходит основатель и говорит, мы там умеем все, у нас есть видение, вот у меня есть там наш партнер, это разработчик, нам не хватает части, которая бы отвечала бы за маркетинг, за трафик, за весь диджитал. Я говорю, окей, там моего более чем 10-летнего бэкграунда для этого хватает, я вхожу в долю, и мы вместе развиваем проект, стартап, если надо, потом там выходит кто-то, там экзиты и так далее, все это не суть важно. Вот свою консалтинговую деятельность я примерно в этих ролях сейчас и вижу, и стараюсь развивать. Естественно, что мы можем просто закрывать на страт-сессии, на креативные сессии, на просто консультации, можно просто прийти с открытым вопросом, например, что в моем маркетинге не работает, почему я сделал то и то, результата нет. Ну и, как правило, это за 2-3-часовую консультацию можно понять, разобрать, сказать, вот надо смотреть сюда, и попробуйте сделать, потом возвращайтесь. Были клиенты, с которыми мы работали по часам. Я продавал свои часы, также вот как раз директор по маркетингу продавал часы, и мы раз в неделю встречались, сверялись с планом, сверялись со стратегией. Я говорил, куда копать, что смотреть, что делать с этими людьми, которые не выполняют нужные задачи, кого еще найти, и основатели сами уже управляли всем этим процессом, периодически советуясь и сверяясь со мной. То есть вот есть такие опыты. И, опять же, это все возникло из-за того, что мы видели на это запрос, что люди приходят, они сначала не знают, что делать, а потом они знают, что делать, но не знают, чьими руками и как вообще все это реализовать. Потому что, легко сказать, заведите канал на ТикТоке. Легко вроде как, да. С другой стороны, ты понимаешь, что чтобы это все сформировать в рабочий инструмент, нужно научиться делегировать. Делегировать нужно людям, которые способны выполнять эти задачи. А найти их, когда ты просто предприниматель и не понимаешь диджитале, становится сложнее, потому что в диджитал, ты сам знаешь, очень легкий вход. Тебе достаточно 2 часа посмотреть какой-нибудь курс на скиллбоксе, и вот ты уже супер-мега диджитал специалист. И такого на рынке очень много. Продавать себя научились все, это вот точно совершенно. Вот. Было очень много забавных историй, когда мы общались с разными, когда я внутри компании подбирал разных специалистов, никто не знал про мой диджитал опыт, агентский, и как люди, знаешь, пытаются обмануть или как воспринимают меня как просто заказчик или работодатель, и пытаются мне эту лапшу на уши навешать, и я, конечно, такой, все понятно. То есть мне этого бэкграунда хватает, чтобы людей сразу понять, этот условно врет, и у этого эти кейсы все высосаны из пальца, а этот не про результат, а про бла-бла. И
мне, достаточно быстро пообщаться с людьми, чтобы понять, что они из себя в этом плане представляют. И это вот как раз мой такой, не hard skill, а такой мой самый главный скилл в этом плане. Это очень важная история, потому что для микробизнесов, малых бизнесов переход из состояния мы что-то делали, в принципе, каким-то образом привлекали клиентов в состояние, когда у нас есть план, и мы ему следуем. То есть изначально у нас был план, мы ему следуем. Вот это сложно. И найти людей, понять, как это правильно отстроить, как проверять как результат, понять все истории про вложенные деньги, которые должны у нас все-таки как-то отбиваться, эти инвестиции в эту историю. Понимаешь, банально, что мы говорим, то есть людям все время кажется, что это прям вот ты должен, очень часто, точнее, не буду говорить за всех, но часто приходит бизнес, который действительно у него что-то уже получилось, и теперь стоит вопрос масштабирования. И они по старой привычке думают, что им надо это все делать самостоятельно. Вести соцсети, запускать рекламу, придумывать, как там доставать лиды, собирать лендинги. И их нужно, во-первых, сначала повернуть в парадигму того, что это нужно делегировать, потом рассказать, что это не так сложно, как кажется. Потому что мы говорим, что рассказываем, что, например, чтобы построить там отдел продаж, вам не обязательно искать продавцов самих, наймите на конкретную задачу, условно там HR, которые занимаются подбором менеджеров по продажам. Они их найдут, они их прособеседуют, они их вам отдадут, они их вам выведут на работу. И я вижу, что у людей прям у них не было до этого момента такого вот, знаешь, не было ощущения, что это можно сделать так. Они как будто прозревают такие. Я говорю, да, а еще можно вот поискать людей, с кем-то поработать за кейсы. А вот есть всегда много специалистов, которые хотят делать ниже рынка, потому что они только выходят на рынок. С ними тоже можно поработать. А вот в этих местах можно найти там людей, просто дать им тестовые задания или как-то распределить одну задачу среди нескольких людей, посмотреть, кто лучше сделает того, и того, например, забрать себе. И я вижу, что люди как бы понимают, что надо делегировать, но вот у них нет такого сознания, что можно прям делегировать, по сути, даже поиск людей. И не обязательно брать HR в штат, можно просто на конкретную задачу его привлечь. И это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, это как раз вот это как раз и та потребность, которая вот есть у там, среднего бизнеса, да, даже не у среднего, честно говоря. Вообще, раз мы говорим там действительно про малый и средний, я почему зацепляю малый, у нас среди нашей аудитории мы достаточно много такой просветительской деятельностью занимаемся, задавая курсы и прочее, поэтому есть начинающие предприниматели, которые только начали, которые там постепенно встают на ноги, что-то получается, двигается, и часто разговариваю точно так же там, по CRM, по сквозной аналитике с клиентами, обсуждаем, и часто говоришь, затраты на маркетинг какие. Люди зачастую не осознают, что у них затраты на маркетинг есть. Да. То есть кто-то выступает на конференциях, кто-то ведет соцсети, еще что-то. Они не трансформируют, вообще в голове не укладывают, что это финансовые затраты, что это ресурс потраченный, его можно в виде эквивалента денежного посчитать и понять, сколько ты тратишь. Здесь сегодня вопрос, во-первых, тем, кто постепенно к этому приходит. Для осознания. Какой процент бюджета, плюс-минус, ты считаешь, нужно так взять, отрезать и выделить, сказать, это доля маркетинга? Слушай, тут такой вопрос, он вроде как, есть какая-то такая цифра средняя, это типа 10% считается, да, вот, когда все там советуют, там бизнес-тренеры и так далее. Но тут же это же чистейшая история про рост. Если ты хочешь агрессивный рост, то можно там до 50% выделять на маркетинг, если ты растешь. Если ты не растешь, то это в среднем до 20%. Тут опять же кто что считает. Кто-то считает, например, только рекламный бюджет, например, да. Это один вид доходов. Кто-то закладывает туда больше, там, и специалистов, и какие-то косвенные, там, оплату тех же самых CRM, аналитики, сквозной аналитики. В целом кажется, что до 20% надо на это на все выделять и жестко на это тратить. Но опять же, если хотим роста, рост это всегда больше бюджет. Но тут же надо его еще и с умом потратить. Мало выделить деньги на рост, нужно их еще хорошо потратить и так, чтобы был от этого эффект. Как ты говоришь, люди не понимают, зачем нужно CRM до сих пор. Мне казалось, что эта история, закрыта была лет еще 5 назад. Нет. Недавно общался с клиентами, и опять эта история случилась, которая случается постоянно.
мы что-то запускали, у нас все было хорошо, у нас реклама работала. Я говорю, а что по аналитике? Ну, как-то маркетолог наш что-то там считал. Я говорю, а где маркетолог? Ну, сейчас мы его уволили. Ну, типа, в итоге все как-то работало, когда все было хорошо, никто про аналитику не думал. Я говорю, ну, а как вы понимаете, что вот этот вложенный бюджет, который вы потратили на рекламу, он вот прям 100% возвращается в виде там возврата инвестиций и в плюс. Ну, мы, говорит, этого не понимали, и нам, ну, типа, у нас в целом все было в плюсе. Соответственно, мы как бы считали, что так. Ну, нам маркетолог говорил, что надо вкладывать деньги. Ты понимаешь, да, история абсолютно, самое главное, что она типичная, вроде бизнес работает там 5-7 лет, пока все хорошо, никто ничего не считает. Как только начинается какие-нибудь кассовые разрывы, понятно, что не хватает денег. Все такие сразу, а как будем считать? Считать надо было начинать раньше намного, сейчас уже сложно. Ну и много таких, самое интересное, что много таких же маркетологов, которые также сидят, и они, ну, как бы, как ты вот вообще маркетолог может начать работать без аналитики? Ну, вообще никак. То есть просто он не должен, это его вот рабочее место. Аналитика, потом все остальное. Ну, вот есть такие еще люди. Я поэтому говорю, что вот много таких товарищей, которые на собеседованиях или там, когда ты ищешь на проекты, они вот рассказывают про действия, но не про результат. Это вот как раз очень похожая история. Ну, такая история, я думаю, куда ни пойди, везде так или иначе будет. Да, ну просто когда у тебя очень точка входа маленькая, то есть как бы, в смысле, низкая в плане там качества твоих знаний, то это сплошь и рядом такое вот и все. Просто это очень много. Хорошо. Тогда вытекает еще один вопрос логический. С чего начинать? Ну, то есть вот я жил, у меня есть бизнес, дошло до какого-то уровня, я хочу масштабироваться действительно, я хочу начать работать, то есть строить какую-то маркетинговую стратегию. Ну, то есть я понимаю, что маркетинг нужно как-то подходить к этому системно. С чего начинать? Искать условно сразу тебя, искать себе в штат, не знаю, там пару сотрудников, там СММщика, маркетолога, еще кого-то. Все-таки пользоваться аутсорсом в первую очередь, стратегию строить или там методом проб и ошибок. Какой сценарий вот можно попробовать, что ты посоветовал? Слушай, я бы посоветовал бы сначала в целом разобраться, что для роста все готово. В первую очередь должны быть готовы финансовые модели, должен быть должна быть стратегия роста понятно быть. И это не про действия, а про, скорее всего, цифры. То есть ты как основатель должен иметь хотя бы там, не знаю, управленческую отчетность, финансовую отчетность, уметь во всех этих цифрах понимать и разбираться, и понимать, что сейчас ты там в точке, например, где ты там, у вас оборот там 10 миллионов, заработаешь там миллион условно, а через год вы должны быть в точке, где у вас оборот 100 миллионов, а зарабатываешь ты 10. Это как бы шаг такой номер 0. А дальше уже на эту почву можно применить абсолютно все твои варианты. Опять же, кому как удобнее. Я бы искал бы человека, которому я смогу делегировать часть этих задач. То есть вот, чтобы не было такого, что ты приходишь к человеку и говоришь, нам как-то надо вырасти, и мы что-то для этого должны сделать. Вот тебе подберется такой человек, который, мы как-то растем, наверное, мы вырастем, а может быть не вырастем. Поэтому я бы искал бы человека, которому смог бы делегировать часть этих задач, и оставил бы себе, например, там, стратегические задачи, которые должен решать там, собственник, там, не знаю, заниматься конкретно продажами, общим стратегическим видением. Это может быть специалист на аутсорсе, если там собственник понимает, как его найти, можно найти себе там, маркетолога или там, руководителя отдела маркетинга на аутсорсе. Можно прийти за стратегией там, к нам или ко мне, например, да, и я подскажу, кто там дальше нужен. Но в любом случае это всегда упирается в людей. Я вижу очень часто конструкцию, когда собственники берут сильного там, либо директора, лида, да, там, какого-то проект-менеджера, который закрывает маркетинг, он им рулит, и этот человек дальше уже привлекает агентство, какие-то другие штуки. Это уже не суть важно, как он это делает. Важно понимать, что он понимает, куда все вы вместе идете, свои ключевые поинты и свои ключевые задачи он понимает. Вы все вместе отслеживаете вот эти вот точки, по которым вы будете понимать, что идет рост и цели выполняются. И в его работу, по сути, не надо особо вникать, если ты как собственник доверяешь такому специалисту.
Поэтому я бы искал бы таких людей, я бы пытался бы их заразить бы своей идеей, показывал, потому что просто человека брать на зарплату, это можно, но это достаточно скучно всем. Все-таки, если мы говорим про небольшой бизнес, то там нужно понимать, что плюсы такого бизнеса – это возможность самореализации. Не только там можно прийти в большую компанию, может быть, там можно самореализоваться, но в первую очередь это такая хорошая стабильность. Ты знаешь, что тебе платят много денег, возможно, у тебя будут опционы, ты можешь ходить за кофе, и классно. Но очень много специалистов, которым это не интересно. Им интересна свобода и творческая самореализация, и в том числе в маркетинге, и в каком-то управленческом подходе. Им интересно выполнять классные, клевые задачи, и через это они чувствуют свое предназначение, и их это драйвит. Вот можно искать таких специалистов. Они не будут биться за зарплаты, они могут, например, работать за будущую прибыль или отдавать им часть прибыли, которая будет расти, посвящать их в финансы. То есть работать с ними как с полноценными партнерами, понятно, что ограничивают функционально, но можно, например, найти классного специалиста, сказать, вот мы вместе растем, вот у меня такие планы, я хочу их, мы их обязательно добьемся, я знаю, как это сделать, мне нужны твои скиллы, и я готов тебе платить не какой-то фикс, плюс процент вот с этого роста, с прибыли, это уже все от финмодели. Почему я сказал, что финмодель важна? И таким образом привлекать этих специалистов и давать им полноту действия, возможность действовать, набирать себе людей, привлекать какие-то компании, еще какие-то, делать действия, которые они считают нужными для роста. Третий сценарий – это искать инвестиции и идти либо к HR, либо ко мне, строить стратегию, набирать людей, инвестировать в это и следить за тем, чтобы эти инвестиции начинали окупаться. Потому что для быстрого, конечно, роста хорошо бы прям отдать деньги, в смысле вложить деньги, где-то либо инвестиции, либо кредит, это уже как бизнес сам решает. И за счет этих денежного потока быстро собрать, например, отдел по маркетингу внутри и за счет него начать расти. То есть такие варианты. Конфигураций куча. Главное, что нужно сразу, наверное, самая главная идея – это не пытаться сделать весь маркетинг самостоятельно. Не надо пытаться, потому что можно сэкономить, а можно это время, которое потратилось на эти все пробы, ошибки, сборка каких-то рекламных кампаний где-то, его потратить на поиск хорошего человека, на то, чтобы этот человек заразился идеей бизнеса, и потом за неделю решил задачу, которую вы пытаетесь неопытно решить. Потому что, ты же знаешь, задача основателя – это все-таки стратегия, это видение. Он не должен за него сваливаться в эту маркетинговую операционку. Это очень засасывает, в этом много творчества. И из этого кажется, что сейчас я тут ковыряю, может быть, какие-то компании. В этом плане, мне кажется, с одной стороны нравится, что делает Яндекс.Бизнес, с другой стороны, понимаю, что это чисто высасывание в операционку основателей бизнеса, которых как у них такие классные рекламные кампании было, за один клик запустить рекламу. Я в какой-то момент решил попробовать и понял, что меня это засосало на день, потому что ты вроде на картах размещаешь, здесь надо поправить описание, здесь еще что-то, здесь какая-то авторизация, здесь что-то с модерацией не то. И ты в итоге просто день своего стратегического видения компании ты просто потратил на маркетинговую операционку с непонятным абсолютно возвратом инвестиций этих временных. Поэтому людям масштабироваться за счет людей надо обязательно. Как человек, который в этом сезоне снимает достаточно много видео, я тебя очень хорошо понимаю сейчас. Слушай, для пэт-проекта или для тестового запуска нормально. То есть потом на следующий шаг тебе нужно, конечно, уже кого-то будет искать. Я поэтому часть проектов своих закрываю, потому что просто, например, с подкастами было. Все понимаю, что мне сейчас надо. Я подошел к такой точке, когда я уже делать не хочу, я понимаю, как выстроить дальше процесс. Но я не вижу в этом, например, я понимаю, что мне нужны люди, и я не вижу коммерческого потенциала для того, чтобы набирать людей, им что-то платить, сам я в это инвестировать не хочу, и я упираюсь в то, что проще это вообще не делать. Потому что времени моего съедается много, людей я могу найти, я знаю, кто мне нужен, но им нужно платить, и я не уверен, что это все окупится. И поэтому я такой, окей, ладно, пока на паузу. Понятно. Всегда такая история сложная, действительно, говорить на эти темы. Можно, наверное, до бесконечности, приводя огромное количество примеров, вариантов и так далее.
естественно, всем, кто смотрит, всегда хочется получить короткую выжимку, раз, два, три шага, и, наверное, без этого тоже будет, и, наверное, это не получить, поэтому такой сценарий. Слушай, тут не получить, но короткая выжимка – это самое главное, это не бояться делегировать, не бояться ошибаться в людях, не бояться их постоянно искать, не бояться с ними общаться. И не делать, даже если очень хочется, не делать самостоятельно, а все-таки пытаться различить зону, где вы должны действовать как основатель, как SEO, как стратег, потому что когда ваш фокус внимания сбит, то никто никуда не идет, в итоге все топчутся на месте. Поэтому с людьми сложно, надо быть готовым к тому, что будет много людей, которые будут расстраивать, подводить, скорее всего. Но в этом во всем можно найти классных людей, с которыми пойти дальше и с которыми можно построить хороший, интересный бизнес. Потому что только за счет команды им можно, по сути, вырасти. Круто. Спасибо. Это короткая выжимка. Это действительно получилось полезно, очень понятная и логичная выжимка. Я просто знаю, что мало бизнеса очень боится вот это вот все. Кажется, что ты не справишься, кажется, что ты потратишь время на объяснение. Как-нибудь потом можно в это все углубиться, как правильно делегировать, но в целом тут нужно все записывать. Вот написали один раз инструкцию, и все. И потом ее только совершенствуете и рассылаете. Это сэкономит кучу времени. И так вот все на шаблонах, на ничего не зря. Вот чтобы было, знаешь, там можно поговорить потом про онбординг как-нибудь, я потом тебе расскажу. Но это уже отдельная тема для выпуска во втором сезоне. Поняли, да? Пишите в комментариях про делегирование, про онбординг, все будем записывать. Все будем. Мы на этом собаку съели, потому что нам надо новый проект, постоянно вводить людей в них. У нас все на шаблонах. Про онбординг крутая тема, действительно, мы сейчас тоже. Да. Ну, слушай, это прям... А вам вообще, как бы, с помощью... Мы-то там с помощью Asana все, дофига всего автоматизировали, а вы прям, как бы, боги автоматизации. У нас сейчас появился отдельный термин онбординг клиентов. Да, онбординг, обязательно онбординг клиентов. Конечно, это тоже дико интересно, и это офигенная тема. На каком-то стартапе очень классную идею, они roadmap проекта сделали просто своим публичным проектом в Trello. И ты думаешь, так, а что будет с проектом дальше? У тебя там есть roadmap, ты заходишь, а это их рабочая Trello. Ты видишь, как они там общаются, как они ставят друг другу задачи. То есть ты такой раз, как будто приоткрываешь дверь в продакшн. Я подумал, офигенно, зачем расписывать вот отдельно, знаешь, там roadmap для клиентов на сайте, а отдельно roadmap для команды. Ты просто делаешь это одним пространством и просто работаешь под наблюдением там своих клиентов, которые видят, как вы классно или не классно все это делаете. Мне идея очень понравилась. Офигенно. Круто, мы делаем на самом деле что-то похожее. Я же там пишу отчеты результаты, помесячно, понятно, да. Там еще что-то. Мы контент весь, который создаем в том числе. Это же тоже история. Мы учим своих сотрудников, так мы отдаем наружу. Это один и тот же контент. Мы так первый курс сделали, как раз ты тоже сейчас. Мы вот первый курс по Facebook, который у нас был самый крутой курс по Facebook тогда в России. Он собрался на самом деле просто потому, что мы внутри вырастили эту компетенцию, мы начали описывать и такие. Это тянет на курсы. В итоге из этого получился целый курс, который просто люди покупали в свои агентства, потому что они видели наш кейс, и им говорили, вот мы эти кейсы сделали, потому что вот мы эти знания все изложили. И люди покупали там в агентства, в компании, сами учились. Это было очень круто. На самом деле, мне кажется, обсудили все, что планировали. Мне очень было интересно. Я обожаю эти моменты, когда я сам слушаю очень внимательно, и мне вот очень важно не упустить историю. Я надеюсь, что если это поймал я, зацепил, это еще увидит аудитория, и тоже будет интересно и полезно. Что-нибудь будем дарить? Слушай, желание. Да, я могу, давай, это, конечно, такой не тянет на подарок, но в целом для малого бизнеса, возможно, будет полезно. Мы для себя уже очень давно собираем большую такую табличку с публичными ресурсами, где можно бесплатно и интересно искать диджитал-специалистов. Там группы в Телеграме, там группа в Фейсбуке, там группа ВКонтакте. Если это платное, то мы помечаем. Я могу эту табличку пошерить тому, кто захочет. То есть это не нужно ходить, потому что мы никогда сотрудников на HeadHunter не ищем, мы всегда их ищем в профильных местах, в специальных каналах, где прям высокая концентрация, и умеем закрывать как раз этих специалистов гораздо эффективнее, чем просто там пытаясь где-то на HeadHunter выудить эти всякие резюмешки.
Поэтому я этим файликом поделюсь, это наш внутренний файл, я его с удовольствием всем показываю. Это будет полезно тем, кто будет искать людей, а он прям откроет, там все отсортировано. Здесь мы ищем диджитал, здесь мы ищем дизайнеров, а здесь там motion дизайнеров. Если тебе кто-то нужен, ты прям идешь по всем группам, кидаешь эти объявления или смотришь приложение о вакансиях, списываешь с людьми и таким образом кого-то нанимаешь или находишь себе партнера в проект. Вот, механику придумай сам, пусть ставит плюсики, комментарии в YouTube и пусть подписывается на меня в LinkedIn, потому что другие соцсети мне уже не интересны. Давайте так и поступим, друзья. Подписывайтесь на Павла в LinkedIn, ему это главная интересная история. На нас подписывайтесь на YouTube, ставите плюс в комментариях, Да. и мы шерим вам прекрасную табличку. Почему нужно подписываться на меня в LinkedIn? Не только потому, что там контент, а потому что, на мой взгляд, я заморочился и сделал идеальный профиль. В плане того, там, как бы сам знаешь, там куча этих разделов. Его можно использовать просто как шаблон. Подпишитесь на меня в LinkedIn, посмотрите, как я собрал свой профиль, просто повторите, и у вас будет тоже классный профиль, который расскажет о вас прям, максимально все. Я прям достал все, что мог. И считаю, что это прям чуть ли не идеальный профиль. Идем получать мастер-класс заодно. Мне кажется, прекрасная история. Да, и мне тоже кажется. Спасибо тебе большое, мне было очень интересно. Друзья, будем заканчивать. Да. Если вам было полезно, напишите нам об этом в комментариях, подпишите наш канал. Если есть вопросы, пишите, мы обязательно пообщаемся с Павлом и дадим ответы на те вопросы, которые мы не раскрыли недостаточно или у вас появились дополнительные. Спасибо, что пришли. Да, спасибо, что посмотрели. Спасибо тебе, Павел. Все, пока-пока. Пока-пока.